Привет, мои дорогие друзья! В этом десерте можно использовать практически любые фрукты и ягоды, а полупрозрачная карамель из 3 простейших ингредиентов получается всегда. Итак, сначала очищаем мандарины от кожуры. У меня сорт мини, но можно использовать любые. Как говорится, мандаринов много не бывает, и в карамели они получаются очень вкусные. Белую сеточку я снимаю, но только для красоты. Белые прожилки полезны, а очищенные мандарины очень аппетитные и красивые. А это кумкват. Само название в переводе с китайского означает «золотое яблоко», а вот японцы называют его золотым апельсином. В отличие от других цитрусовых, его едят вместе с кожурой. Поэтому кумкват нужно хорошенько промыть и потом насухо вытереть. Кумкват не только вкусен, но и полезен. Это просто кладезь витаминов. Виноград у меня крупный, сорт розовый. Я разделила большую кисть на ягоды, и теперь их нужно помыть. После этого обязательно просушить бумажным полотенцем. А теперь клубника. Это одна из самых вкусных и полезных ягод, которая манит своим ароматом и неповторимым вкусом. Клубничку тоже моем. Я буду готовить фрукты на шпажках, поэтому зеленые хвостики убираю, но их можно и оставить, будет еще интереснее. Киви идеально подходит для карамелизации. Единственное, его не получится сохранить надолго, потому что киви он не просто сочный, а очень сочный. Киви очищаем от кожуры и нарезаем на крупные части. У меня небольшие плоды, поэтому я их режу на 3 части или пополам. Обязательно просушиваем нарезанные кусочки бумажным полотенцем, чтобы максимально убрать жидкость. Не забываем про шпажки. Я буду использовать 3 вида: длинные, палочки для суши и короткие шпажки. Длинные подходят для клубники, кумквата и винограда. Вставляем шпажку примерно до середины ягоды. Виноград стараемся не проткнуть насквозь. Кстати, можно сделать и шашлычок из ягод. А вот для киви берем шпажки покороче, в связи с тем, что киви очень сочный, поэтому он и тяжелый. Одна шпажка его не удержит, и он будет постоянно проворачиваться. Поэтому в киви втыкаем 2 палочки для надежности. Для мандаринок берем палочки для суши, вставляем большим концом. Обычно палочка вставляется плотно, но есть мандаринки, в которых дольки как бы расходятся, и тогда одна палочка будет болтаться. Поэтому берем еще одну, но вставляем противоположным, более тонким концом. Тогда мандарин будет сидеть плотно. Еще у кумквата не забудьте убрать зеленые плодоножки, они легко снимаются. Шпажку берем покороче, вставляется она туго, кумкват в кожуре, поэтому придется постараться. Фрукты мы надели на шпажки, теперь готовим карамель. Берем небольшую кастрюльку и высыпаем в нее 200 грамм сахара. Добавляем 10 мл лимонного сока и 70 мл воды. Не забывайте сок лимона, он препятствует кристаллизации сахара. Ставим на средний огонь. И пока сахар не растворится, не торопясь перемешиваем. После закипания можно больше не мешать. Пока сироп у нас варится, приготовим ледяную воду для охлаждения фруктов. Тем временем пузырьков становится больше, и они крупнее. Также нам понадобится стакан с холодной водой для проверки готовности карамели. В него капаем горячую карамель. Если она сразу застынет и станет твердой, то карамель готова. Значит, можно снимать с огня. С горячей карамелью работайте осторожно, можно легко обжечься. Берем по очереди подготовленные фрукты и ягоды, опускаем в карамель, проворачиваем, даем немножко стечь и сразу же опускаем в холодную воду. Мандаринки получаются идеальными. Они на самом деле выглядят как стеклянные, очень красивые. Для дальнейшего остывания ставим фрукты на палочке в подставку. Точно так же опускаем в сироп и покрываем карамелью клубнику. Вообще удобнее работать с помощником. Один опускает фрукты в сироп, а второй в воду. Для работы с водой подойдут даже дети.
Опускаем в карамель виноград. Смотрите, сироп уже становится более плотным и приходится его немножко перемешивать. Теперь подошла очередь киви. На 2 палочках очень удобно держать в руке и тоже сразу в воду. Пока охлаждали киви, один виноград свалился с палочки. Заодно и попробовали карамель на прочность. Кумкват пришлось опускать в уже почти застывшую карамель, поэтому слой получился чуть более толстым. Ничего страшного в этом нет. Блестящий кумкват выглядит очень красиво. Лично для меня это самый вкусный фрукт в карамели. Все фрукты оставляем на подставке для застывания. И займемся фруктовым шашлычком. Берем длинную шпажку и надеваем фрукты в любой последовательности. У мандарина можно взять несколько долек на ваш вкус. Можно оставить крайней клубнику или закончить виноградом, кому как нравится. Вот такая тарелка красивых вкусностей получилась. Сахарный сироп я, конечно же, сварила новый. Только будьте осторожны, карамель очень горячая. Поливать такую длинную шпажку можно или половником, или ложкой. Емкость под холодную воду нужно подготовить по длине нашей шпажки. Сейчас вас ждет подробный пошаговый рецепт. Его можно поставить на паузу и начать готовить. Карамель по этому рецепту получается всегда. Выдерживайте пропорции и не забывайте про лимонный сок. Всем приятного аппетита! Творите красоту на вашей кухне. Ну все, всем пока!